With me. Всем привет, и вы на канале Pigeon Polly. И сегодня я хочу поговорить с вами на тему развития фантазий для рисования. Под одним из видео вы оставили вот такой комментарий. Что ж, давайте разбираться. Мне кажется, я никогда не задумывалась о том, где же мне брать идеи, чтобы что-то нарисовать. Конечно, да, я скроллю Pinterest, ищу какие-то референсы, но, как правило, я закапываюсь в гору идей, на реализацию которых у меня просто не хватает ресурсов. С одной стороны, это очень круто. С другой, мне, как правило, сложно выбрать что-то из этого всего. Что-то такое, что будет действительно стоить моего внимания, на что потратить драгоценное время. Думаю, дело в том, что с самого детства я придумывала всякое, чтобы играть сама с собой, так как в деревне, где я жила, было не так уж и много развлечений. Однако это вряд ли можно использовать как практический совет для развития фантазии. Поэтому пойдем по более практичному пути. Один из самых популярных моих артов был нарисован совершенно случайно. Моя подруга переехала из Америки в Австралию, и мы с ней часто пишем друг другу бумажные письма и шлем открытки. Это называется посткроссинг. Кому интересно, ссылочку закреплю наверху видео. Так вот, однажды она прислала мне фото, где было видно, что улитки в почтовом ящике прогрызли письма. Это меня поразило просто до глубины души. И мне тут же пришел образ улитки, персонажа улитки, жующей почту. Так и родился мистер Чу, который переводится буквально как «мистер жующий». И открытки с ним разлетелись по всему миру. Поэтому, наверное, самое первое, что я могла бы посоветовать вам, это наблюдать за окружающим миром. Мир вокруг нас очень разнообразен, и совсем не обязательно придумывать что-то несуществующее. Можно брать и просто рисовать все то, что мы видим вокруг себя. Можно как рисовать то, что уже мы видим, так и добавлять к этому какие-то детали, комбинировать. К примеру, возьмем вид из окна. Нарисуем тупо то, что видим, а для интереса добавим какие-то элементы. К примеру, что-то необычное, что-то такое, чего там точно быть не может. Постарайтесь не ограничивать себя логикой, сейчас она вам совсем не поможет. Добавьте к обычному виду из окна что-то такое, чего там не ожидаешь увидеть, или, может быть, что-то такое в необычном состоянии. Что-то такое, что обычно мы привыкли видеть маленьким, но сделайте в рисунке это несоразмерно огромным. Что-то большое сделайте невероятно маленьким или размножьте в огромном количестве. Что-то гибкое сделайте хрупким, что-то всегда массивное, надувным, липким, мягким или сыпучим. Совместите несовместимые вещи. Заставьте летать то, что никогда не смогло бы полететь. Заставьте отключиться гравитацию или наоборот, пусть предметы придавливает к земле силой. Нарисуйте то, у чего обычно острые углы, округлым или наоборот. Также вы можете не ограничивать себя видом из окна, а, к примеру, использовать Google карты. Находить интересные места и рисовать их. А можете совместить несколько интересных мест. Например, что если нарисовать улицу Токио с домиками из Парижа и кактусами из Мексики? Посмотрите вокруг. Возможно, люди в вашем окружении так и просятся, чтобы их нарисовали, или какие-то ситуации, связанные с ними. И для этого совсем не обязательно уметь рисовать этих самых людей или изучать анатомию. Главное передать идею и вызвать эмоцию. Может быть, ваша мама очень смешно ест семечки, или брат постоянно прячет под кроватью кожуру от банана. Это же крутой скетч получится. Может быть, у вас есть какие-то недостатки или страхи, которые вы стесняетесь и не хотите никому показывать. Выберите животное или предмет и наделите его этими страхами или качествами. Например, у меня был как-то прыщик прямо на носу. Что ж, можно нарисовать комара, у которого на носу вскочил прыщ. Это будет смешно. Или кофейную чашку, которая боится горячего кофе. Или кусочек льда, у которого потеют ладошки. Ваша фантазия – это, по сути, блендер. А что в него положить – это уже только ваш выбор.
Еще одна идея – это журнал идей. Как бы это странно ни звучало. Если вам сложно начать и придумать, что нарисовать, создайте заметку в телефоне или возьмите просто листик, блокнотик, неважно. И напишите список идей на разные темы. Не пытайтесь именно придумать, что нарисовать. Выберите любое слово, например, не знаю, зубочистка, груша, галоши, неважно. И вокруг этого слова пишите все свои ассоциации. Продолжайте до тех пор, пока не надоест. Когда наберется достаточно, посмотрите на этот список и подумайте, что из этого можно нарисовать так, чтобы рисунок вызывал какие-то эмоции. Например, грусть. Как вам грустная груша или грустная галоша, радость, страх, похоть и так далее. И видите, это опять, по сути, принцип блендера. Также очень полезно исследовать другие культуры и эпохи. Все уже, по сути, придумали до нас. Нам осталось это взять и адаптировать к какой-то ситуации или нашей цели. Человеческий мозг, он создан так, чтобы генерировать идеи, находить и создавать связи между тем, что по факту может быть никак не связано. Используйте это. Чтобы мозг заработал, ему нужна просто пища, информация. Но не бездумный скроллинг тиктоков или инстаграма, а кусочки важной, интересной информации. Изучите поверхностно разные эпохи и культуры. Проявите интерес так, как будто вы ребенок или инопланетянин, попавший впервые в этот мир. Изучите, чем резали хлеб в Средневековье, как в Японии ходили в туалет раньше, какого цвета были статуи в Риме. Задавайте самые разные вопросы, докапывайтесь до сути, будьте пытливыми. И тогда ваш мозг начнет создавать связи и идеи. И вот уже мы рисуем туалет в виде розовой свинки, которая стоит посреди тронного зала, а вокруг надувные кони, расписанные под хохлому. По-моему, это очень забавно. Чтобы погрузиться в интересную культуру, совсем не обязательно становиться прямо экспертом и идти на какие-то суперкурсы, что, конечно, не запрещено и можно. Достаточно получить поверхностную, как я уже сказала, информацию в интернете и углубить практические навыки в том, что вас заинтересовало. Есть отличный проект, который можно увидеть в одном из видео Happy Xu, ссылку на который я оставлю в описании к видео. Мне было безумно интересно наблюдать за принципами, за самим процессом, как она это делала. Она училась рисовать с нуля в стиле японского искусства за 7 дней. И это было действительно круто. Где еще можно черпать вдохновение? Конечно же, это книги, фильмы и сериалы. Наверняка у вас есть свои какие-то фанатские увлечения, будь то футбол, сериал, какой-то другой спорт, книга, фанфики, неважно. Создайте фан-арты по своей теме. И это не обязательно должны быть срисованные персонажи или локации. Вы можете опять-таки в блендере смешать все, что угодно. К примеру, если вы фанат Гарри Поттера, поместите его в будущее или отправьте в древнее прошлое. Как бы Гарри взаимодействовал с гаджетами, которые нам кажутся простыми и обычными? Как бы он открывал банку консервным ножом или что бы он подумал о штуке для нарезки банана? Как бы Гарри пережил какие-то катаклизмы, с которыми мы сталкиваемся? Война, ковид, торнадо, повышение цен, запрет на литературу и так далее. Как бы он себя вел в другой вашей фанатской вселенной? К примеру, что было бы, если бы Гарри встретился с Чубакой или Чебурашкой? Это все очень интересно, и вы можете бесконечно долго пробовать и пробовать. Для тех, кто не хочет тратить силы на придумывание темы для рисования, но все же хочет немного развить свой навык фантазировать, есть челленджи, которые не только наметят вам вектор на тему, но и сведут вас с другими людьми в арт-сообществе, а общение — это всегда круто. Наверное, один из самых популярных челленджей — это Inktober. Он есть на месяц в октябре, но есть и на год. Челленджу под хэштегом Inktober уже более 10 лет. Его начал иллюстратор Джейк Паркер в 2009 году для того, чтобы улучшить свои навыки работы с чернилами и привыкнуть рисовать каждый день. Суть проста. Начиная с первого дня октября, нужно каждый день создавать рисунок на определенную тему и выкладывать на свою страницу в социальных сетях. Или не выкладывать, как вам больше нравится. Изначально работать нужно было именно чернилами, но на самом деле вы вольны выбирать любой другой удобный для вас инструмент или материал. Также есть интересный челлендж «Нарисуй 100 чего-нибудь».
Здесь придется выбрать тему самостоятельно, но всего одну. Ну а что делать дальше, смотрите в названии челленджа. Например, выбрали вы огурец, а теперь рисуем 100 разных огурцов. Это интересно и полезно, потому что вы начинаете мыслить шире, искать способы изобразить по-новому что-то то, что вы всегда представляли одним определенным образом. Огурцы в романтичных бандолетках, огурцы, скрещенные с бананами, огурцы пришельцы, жидкие огурцы, сыпучие огурцы и так далее. Также очень популярный челлендж — это Random Creature Design. Не знаю, откуда пошел этот челлендж, но я узнала о нем из видео «Чудесный Бард». Ссылка, естественно, в описании видео. Суть челленджа в том, что вы пишете на бумажках различных существ, животных или что угодно по сути, а потом вслепую вытаскиваете несколько бумажек и рисуете то, что получилось. Ну, например, вы вытащили тапок, утюг и кота. Рисуйте все это так, как будто это одно существо. Например, за основу возьмите тапок, от утюга добавьте шнур, а от кота усы. По-моему, получится забавно. Конечно же, можно в рисовании использовать референсы. В рисовании даже есть такая фраза «кради как художник». Но не так, как один из блогеров, о котором сейчас шумит весь YouTube. Она не значит, что вы должны или вообще имеете право красть чужие идеи. Нет. Но вы можете брать какие-то элементы для вдохновения. К примеру, нравится вам очень какой-то художник. И вы думаете, блин, как круто, я так хочу рисовать, как он. Рассмотрите его рисунки, попробуйте какие-то из них повторить, анализируя, как именно он что-то делает. Конечно, такие стадики мы не выкладываем в интернет. Когда вы выберете те фишки, которые вам нравятся, а лучше всего только одну из них, сделайте то же самое и с другими художниками, работы которых вам нравятся. А потом несколько этих фишек объедините в один рисунок. Ну, например, мне очень нравится, как рисует Матиас Адольфсон. В его работах мне нравится, что он добавляет такие точечки местами для текстуры. А в работах Йошио или Йошино подбор цвета мне нравится. У Као Бэки мне нравится композиция. Из этих 3 элементов я могу сделать микс и нарисовать, например, банан с глазами и разукрасить такими цветами, как выбирает Йошино, добавить точечки, как у Матиаса, и расположить это на листе, как Као Бэки. Но это не значит, что я теперь всегда должна рисовать именно так. Нет. Я могу попробовать собирать коллекцию приемов и фишек, от таких каких-то потом отказываться, что-то добавлять новое. И это постоянный процесс поиска, который тоже помогает развить фантазию. Конечно, нельзя не упомянуть новые технологии. С приходом искусственного интеллекта многие стали его жестко хейтить за воровство рисунков и так далее. Но искусственный интеллект, как и любой другой технологический феномен, можно как-то использовать себе во благо. Просто попросите его придумать вам, что нарисовать. Или попросите у него задание на развитие фантазии. Уверена, он вам очень поможет. Вообще, фантазия, как мне кажется, это про смелость и отказ от ограничений. Дети вот почему-то не задумываясь рисуют солнце в углу листа, синее небо или фиолетовые яблоки, летающие в воздухе. А мы постоянно себя одергиваем. Эй, это же нереально, так не бывает. Да чтобы пробудить в себе фантазию, нужно дать себе поребячиться, сделать все наоборот, все не так. И, конечно же, креативность, как и любой навык, требует регулярной практики. Идете в магазин, подумайте, а как нарисовать несуществующий транспорт? Или, может быть, продукт, новую упаковку для капусты в виде коробки с ручками или вообще, а как поместить капусту в бутылку? Фантазию нужно развивать во всех областях жизни. Я очень надеюсь, что это видео поможет вам, и что я ответила на вопрос комментатора. Если у вас есть еще вопросы, или, может быть, у вас есть свои приемы, как именно вы ищете вдохновение и развиваете свою фантазию, тогда бегом пишите это все в комментариях. Мне действительно очень интересно. Всем спасибо и до новых встреч!